Всем привет! Сегодня у меня коротенькое видео из серии «Быстро и просто». Я покажу, как сделать очешник без выкройки, который делается буквально за полчаса, и сшить его можно даже на руках, без швейной машинки. На эту мысль меня подтолкнули мои красивые лоскуты с образцами машинной вышивки Сашико и желание радовать свое окружение подарками, но подарками бюджетными и в то же время оригинальными. Итак, начнем. Вам нужен будет лоскут любой плотной ткани. У меня уже готовый квадрат размером 21 на 21. Из материалов еще понадобится немножко флизелина, магнитная кнопка или липучка, кому как нравится, и подкладка. Для подкладки я решила использовать флис. Он объемненький и мягкий, и заодно будет полировать очки мои, да? Очки я возьму обычные, которые я для рукоделия использую. Очешник будет состоять из передней стенки, задней и клапана. Смотрите, этот квадрат я сгибаю на 3 части. У меня получается такой конвертик. Это клапан. Если я здесь стачаю, то у меня получится плоский конверт, и никакие очки туда не войдут. Мне нужно придать этому очешнику объем. Смотрите, что я делаю. Я вот этот уголок, этот край подвожу сюда, зафиксирую его булавочкой, положу сюда очки и второй край также зафиксирую булавочкой. Вот уголочек. Смотрите, уже получился объем, да, здесь я сделала чуть побольше объем, потому что флис у меня тоже такой толстенький, чтобы у меня очки потом не болтались. Как раз этот флис добавит здесь внутри объем, ну, заполнит пространство. Эти уголки мне не нужны, я вот таким образом отрезаю. И пробую. Уголочки эти можно оставить так, можно сделать закругленные, можно вот таким образом сделать. Я сделаю, наверное, вот так. Сейчас я булавочки вытащу, сложу пополам и проверю все, чтобы у меня все было ровненько, да? Вот здесь немножко нужно подрезать. И здесь уголочек также точно я отрежу. Все, верхняя часть очешника готова. Сейчас я ее продублирую еще раз флизелином. Она у меня уже была продублирована, но для того, чтобы придать очешнику жесткость, я сделаю это еще раз. И делать я это буду не полностью, да, а полосками. Вот где у меня сгиб проходит, да, вот. Смотрите. И здесь у меня сгиб. Я вырежу полоски вот такого размера, чтобы у меня в местах сгибов очешник сгибался довольно-таки легко. Здесь припуск на шов я тоже уберу. То есть мне надо будет 3 полосочки вырезать такого размера. Вот, 1, 2, 3. Сейчас я это сделаю. Флизелин остыл. Если у вас флизелин плотный, то можно ограничиться этими 3 полосками. Если у вас он тоненький, как вот в моем случае, можно также на 2 раза продублировать. Первый раз полностью деталь и второй раз вот такие полосочки. То есть вот что получается. Довольно-таки уже такая плотненькая конструкция, которая держит форму. Сейчас я вырежу деталь подкладки. Вот таким образом я приложу и вырежу.
Готово. Сейчас совмещаем лицом к лицу. У меня здесь везде лицо, да, я вот какую-то посимпатичный выберу. И стачиваем по нижнему срезу здесь по 2 сантиметра буквально. 2-3 максимум. Оставляем открытый участок, чтобы нам все это можно было потом вывернуть. Готово. Вот что получилось. Это джинсовый припуск. Его можно туда заутюжить. Ну, я вот так вот пальцами просто его согнула. Теперь вот здесь вот формируем красивый сгиб, да, ровненький, чтобы у нас лицевой вот это не выступало. Ну, может быть, кому-то нравится, захочет, чтобы и выступало. Смотрим, здесь у нас сгиб, совмещаем, да, вот таким образом прикладываем. Накрываем этой частью. Здесь также сгиб совмещаем. Смотрите, здесь все ровненько, все уголки у нас сошлись. Скалываем булавочкой. То же самое выполняем с этого края. И проложим строчку вот отсюда по краю и до сюда. Готово. Сейчас обрезаем уголочки. И выворачиваем всю эту конструкцию. Тут выворачивать совсем немного. Уголки все надо будет выправить, конечно, да. Ну, они, в принципе, и без этого инструмента хорошо здесь выправляются. Сейчас я этот открытый участок зашью потайным швом вручную и по краю здесь швом вперед иголку зафиксирую подкладку, чтобы она у меня не выворачивалась. Можно это и на машинке сделать, но у меня здесь вышивка сашико, и я вручную проложу, стежок будет очень даже кстати. Кнопку я пришила, и смотрите, какая симпатичная вещица у меня получилась. Повторюсь еще раз, делается очень быстро и просто. С учетом ручной стежки, съемки видео и небольшой вынужденной паузы у меня ушло меньше часа. Если нет швейной машинки, без проблем такой очешник можно сшить и на руках. Кстати, скоро День учителя, и мне кажется, что такой небольшой подарок будет очень даже уместен. Надеюсь, видео было для вас полезным. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Всем желаю хорошего настроения. Ваша Наталья Зайдер.